плавно перейду, наверное, к следующему выступлению. Тоже, когда Слава мне предложил провести блиц-опрос с лидерами доTERRA, я тоже немножко стушевалась, потому что для меня это было немного неожиданно. Вот. Но когда я увидела их имена, и когда я поняла, что это все мужчины, я подумала, что я представлю, что я Эмили Райт. И я смогу легко провести эту сессию. Потому что Эмили приходится справляться всего с 6 мужчинами, да? А у меня будет только 4. Вот, поэтому я хочу пригласить на сцену Кенни Андерсона, Джона Эрика, Джеймса Байби, Дарена Гейтс и Крис Крам. Если можно, вас на сцену. Знаете, на самом деле интересно, что мы привыкли думать, что эфирная Москва только для женщин. Да? Смотрите, сколько мужчин в зале и сколько мужчин у нас на сцене. We didn't need that anyway, right? Еще раз видим один стереотип, да, что Москва на самом деле никто из них не знает, какие именно вопросы я буду задавать каждому из них. То есть они знают примерно, о чем мы будем говорить, но эти вопросы будут сюрпризом для всех участников. И на самом деле мы сегодня будем говорить о культуре компании доTERRA и как это помогает нам в бизнесе. Готовы? Первый вопрос я хотела бы на самом деле задать абсолютно всем участникам, потому что каждый из них пришел в доTERRA с разным бэкграундом и абсолютно разным опытом. То есть кто-то из них уже был раньше в сетевом маркетинге, кто-то был в строительном бизнесе, кто-то был в IT-бизнесе. И мы на самом деле очень часто слышим, что доTERRA имеет абсолютно уникальную культуру. Вопрос. Что значит для вас культура доTERRA, в чем ее особенность, в чем ее уникальность и что выделяет доTERRA из других компаний? Thank you so much. Yeah, I've been in the network marketing industry now for 20 years. Я в сетевом бизнесе уже 20 лет. And there are a couple things about doTERRA that there are a couple things about doTERRA and its culture that amaze me. Есть пара вещей, которые заставляют меня восхищаться доTERRA. The first is that they really have, we have a spirit of excellence in this company. We really do everything right. И первое, это то, что в компании есть такой дух совершенства. Мы все делаем правильно. We have the best products, we have the best quality, we have the best compensation plan. It really is the top in the world.
У нас самый лучший качество, самый лучший продукт, у нас самый лучший компенсационный план, лучше всех других в мире. And finally, what I love about doTERRA is it is a very much a family-oriented culture where it doesn't matter which group you're in, we're all together. And we're all one big family, and we're all supporting each other, we're serving each other, and we have this great vision and this great mission. And I don't see that anywhere in any other company. И еще то, что я замечаю, то, что в компании doTERRA это такой семейный бизнес. Неважно, в какой группе вы принадлежите, мы все здесь как одна семья, мы все помогаем друг другу, мы все служим друг другу. И вот такой особенности я не нахожу ни в одной другой компании. Probably the biggest thing I noticed being a difference in doTERRA versus other MLMs. Наверное, самая большая разница, которую я заметил в doTERRA, в отличие от других компаний. I have never had any other MLM experience before doTERRA. У меня не было никакого другого опыта, кроме doTERRA. When I thought of MLM, I thought of confetti coming down from the ceiling, people on stage with a big check, or driving up in a fancy car. То, что я представлял о сетевом бизнесе, это то, что должно быть куча людей в зале, на сцене все разодеты в смокингах, выдают большие чеки, выезжают машины на сцену. And in doTERRA, you see nothing like that. Instead, you see good people with great hearts, with an attitude and spirit of giving. Но в doTERRA ничего этого нет. Но то, что вы видите, это люди с большим сердцем, которые служат друг другу и отдают все, что у них есть. I like what Faina said. This is a business of family. It's a family business with a spirit of giving, and that is the defining difference that I see in this company. Мне понравилось, как сказала Фаина, что это семейный бизнес с духом отдавания, с духом дарования. Это то, что отличает эту компанию. I do totally agree with the two gentlemen before me, but I have to say one thing, and that is that when you're here, do you have that good feeling? Do you feel that good feeling in your body when you're here? Я согласен со всем тем, что сказали два предыдущих джентльмена, но заметьте, у меня еще одно есть, что добавить. Вы чувствуете, что у нас есть какое-то очень классное чувство здесь внутри. Мы прям чувствуем себя очень хорошо здесь. That's something that struck me from the beginning. I had someone with me to the first convention that I went to, and she stopped and she said, "Have you ever felt a company like this? Have you ever seen a guy on stage crying?" It was unreal. И один человек, который был со мной с самой первой конвенции, однажды сказал мне: ты замечаешь, что чувствуешь ли то это чувство, которое есть в этой компании где-либо еще? Где еще ты можешь встретить человека на сцене, который стоит и плачет перед всеми? So the other thing I want to mention is collaboration. There's so much good collaboration between the leaders, between the teams, and it really helps everyone move forward. И еще одна вещь – это сотрудничество. Заметили, сколько сотрудничества в этой компании между разными компаниями, между разными лидерами, и все друг другу помогают. And especially here with Chris and Chad's team and with Olga and everyone just working together to move Russia forward. Everything from translations to everything you need. И заметьте, да, даже как сегодня команды Криса, Чада и Ольги все работают вместе и помогают друг другу в организации даже того, чтобы поднять бизнес в России. And the last thing I want to say is culture eats strategy for breakfast. That is a quote from Peter Drucker, a great leader, and focus on your culture. It's going to make all the difference. И цитата Питера Друкера, который сказал, что культура есть стратегия на завтрак. Это очень важная цитата, которая определяет то настроение, которое у нас есть в нашей компании. We'll stand right next to each other.
Будем стоять вместе. All right, so that's the culture right there. Вот в этом и есть культура. No, seriously, the culture of doTERRA is sitting right in the seats right here. Вот культура доTERRA — это все вы, кто сидит здесь перед нами. It's you and what you bring. Это вы и все то, что вы даете. These essential oils, have you noticed that they just kind of attract people? Вы заметили, что все эти эфирные масла, они прямо притягивают людей. You open that bottle in a room full of people with your friends, and all of a sudden people are like, oh, what's that? Вы заметили, да, вы открываете баночку, бутылочку, а в комнате, где много людей, и через какое-то время они начинают так себя вести. Что это такое? Most people who come to doTERRA, who are involved with doTERRA, don't even know how they got there. Большинство людей, которые сейчас увлечены в работу доTERRA, даже не понимают, как они вообще пришли сюда. They just know that they're with the happy bottles of oil, with a bunch of other people with happy bottles of oil. Они просто знают, что у них есть какое-то свое там счастье в бутылке, и они приходят, где куча других таких же людей со своим счастьем в бутылках. Everybody just wants to do good and have a party. И все хотят просто быть вместе и веселиться вместе. They don't come, like somebody already mentioned, for the big cars and the big paycheck and the big house. Они не приходят сюда, как в других компаниях, за большими чеками, или за машинами, или за домами. They come because they already want to make a difference, they already want something different, and we have it. Они приходят сюда, потому что они хотят что-то делать по-другому в своей жизни и в своем мире. И они приходят и делают это. So that's why we're different. That's why we work together. That's why things happen and feel differently in doTERRA. И вот что отличает нас от других компаний. Вот что мы делаем по-другому. И это то чувство, которое заставляет нас даже быть другими. Will you keep that in check for us? Сохраните ли вы это все для нас? I will say this. The big check, the nice car, the big house, that's all there if you want it. Но я скажу так. Большой чек, дома, машины, все есть, если вы этого хотите. For the few of you who are attracted to that. Для нескольких из вас, кто успеет запрыгнуть в этот поезд. Clarity calm. Now we can get started. Теперь можно начать. We are going to introduce people that are our friends and to people we love. Is that correct? Мы обычно знакомим своих друзей и тех людей, которых мы любим, правильно? Why I like doTERRA is it doesn't matter what country you're from. Почему я люблю доTERRA? Потому что совершенно не важно, из какой ты страны. What language you speak, На каком языке ты говоришь, what your age is, сколько тебе лет, whether you're male or female, мужчина ты или женщина, whether you have hair or no hair. есть у тебя волосы или нет. I know that whoever I introduce doTERRA to, they can be very, very successful in doTERRA and they can achieve their wildest dreams, whatever they want to accomplish. То, что я знаю, это любой человек, которому я представлю доTERRA, может достичь успеха и достичь свои самые дикие желания. In doTERRA, we celebrate everyone's success, whether they are on our team or not. И в доTERRA мы празднуем успех каждого человека, неважно, в нашем команде или нет. In doTERRA, we have an abundance mentality rather than a scarcity mentality. Realize there's plenty of people to go around for everyone, and we can all be extremely successful in doTERRA. В доTERRA у нас менталитет многообразия, а не менталитет страха и боязни. Мы знаем, что очень много возможностей вокруг. Мы хотим до всех людей донести их. Thanks for welcoming to your beautiful country and city. It's exciting to be here.
Спасибо за радушный прием в вашей замечательной стране и в этом городе. Рад быть здесь с вами. Следующий вопрос я хотела бы задать Джеймсу и Крису. Обычно женам приходится убеждать мужей пользоваться эфирными маслами. Но я знаю, что двум из вас пришлось убеждать своих жен начать использовать эфирные масла. Кстати, как это бывает? Кстати, я тоже отношусь к такой же категории жен. Тем не менее, что вас так привлекло в doTERRA, что вам удалось посадить на эфирные масла своих жен и также привлечь их? All right, my wife, she grew up in a home where her dad was a doctor and only taught traditional medicine. Моя жена выросла в семье, в которой отец был врачом, и он практиковал только традиционную медицину. And she felt that supplements and essential oils were so, they were like witch brews, snake oil. She literally, she would never take any of that, and she just thought that anyone that did was crazy. И поэтому она относилась ко всем этим добавкам и маслам как к чему-то такому, что нельзя никогда трогать, нельзя к этому даже прикасаться, и она никогда бы не начала это использовать. So I told her about doTERRA, and I said, honey, there's this phenomenal company, and we need to join this company. And we're going to go all the way in this company, we're going to do wonderful. And she said, great. Я сказал, дорогая, есть одна феноменальная компания, в ней так все хорошо и замечательно, мы обязательно должны к ней присоединиться, и мы добьемся там успеха. And I told her the company was doTERRA and that we sold essential oils, and she said, I will never touch those things. Она сказала, отлично, да, давай. И тогда я сказал, это компания doTERRA, она продает эфирные масла, на что он сказал, я к этому даже не притронусь. And so we signed up to be distributors, and soon thereafter, she actually got sick. She got a summer cold, and she was laying in bed, and I started to diffuse On Guard, and I gotta come up here now. I diffused On Guard, and I actually rubbed some on her feet, and literally within the next day, she felt much better. Но мы все-таки присоединились к компании, стали дистрибьюторами, и вскоре она заболела, простыла и лежала в постели, и я использовал возможность, я распределил некоторое количество масел в диффузере и помазал ей ступни, и на следующий же день она стала чувствовать себя гораздо легче. And over the next 6 months, I kept trying out new blends, and I went to our doTERRA Instagram, and every day they would say, blend this, and so I would try and blend something for her. And over a period of time, she has become a fan of the oils. I think she uses upwards to 30 products a day in our family, and honestly, she really is what we all can do here. It's just sharing. And when we share with people, people want to try the product and use the product, and they have success stories. И в течение следующих 6 месяцев я стал использовать многие из продуктов у нас дома. Каждый день заходил на страницу Instagram, и там давали советы: смешайте вот эти масла, смешайте вот эти масла. И я делал то, как там говорилось. И за эти 6 месяцев она настолько влюбилась в продукты doTERRA, что сейчас она использует порядка 30 продуктов в день, и она делится своими успехами со всеми другими людьми, и те тоже начинают подсаживаться на масла. Some awesome dudes up here, aren't there? Какие крутые ребята здесь, да? I look in the audience here and I see a lot of men. Я смотрю на вас здесь, я вижу много мужчин. Darren over here was pointing that out to me.
пальцем показывал на меня. That's in the U.S. That's really rare. I mean, it's like 90-some% women. И говорил, что в Соединенных Штатах это вообще очень редко. Почти 97% там только женщины. So, thank you. Bro power. Bro power. Так что, брос за вас. So my wife said, okay, that's network marketing and it's witchcraft and I'm not touching that with a 10-foot pole. Это, когда я предложила эту идею своей жене, она сказала, так, во-первых, это сетевой маркетинг, во-вторых, это какое-то ведьминское зелье, я даже пальцем к этому не притронусь. Then the next words out of her mouth was, but I support you. Но следующее, что она сказала, я поддержу тебя в твоем начинании. By support, she meant I'm not telling anybody about those, I'm not admitting that we're involved with them, and I'm not coming to any events. И под этой поддержкой она имела в виду, что она никому не будет об этом рассказывать, она не будет приходить ни на какие мероприятия. I had an event where Dr. Hill came to teach, and she didn't even come. У нас было мероприятие, когда приехал доктор Хилл и рассказывал о действии этих масел, и она даже не пришла. Now, to be fair, nobody came. Но на самом деле никто не пришел. And if you know who Dr. Hill is, and nobody comes, that doesn't ever happen. Ну и вы знаете доктора Хилла, и такого никогда не бывает, чтобы никто не пришел. So, I learned in marriage that I can never tell my spouse what to do. И вообще за мой опыт брака я научился тому, что я никогда не могу сказать, что делать моей жене. Every time I try that, it doesn't work out too well. Каждый раз, когда я пробовал так поступить, никогда не работало. Anybody else have that experience? У кого так же получается? So I just used the oils, put them on myself, had my own experiences, invited her to have experiences, but never pressured. Так что я просто использовал масла для себя, я применял у себя на теле и каждый раз приглашал воспользоваться и получить такой же опыт, как у меня, но никогда не давил на нее. Talked about them, made sure they were always out and available. Разговаривал с ней об этом, всегда я хотел убедиться, что всегда масла есть в нашем доме, что всегда они доступны, если вдруг понадобится. Just like we do when we want to introduce the oils to anybody. Точно так же, как то, что мы делаем, когда хотим представить масла кому-то другому. And so one day, when I was not home and not looking, and she was hiding in the closet, Так что однажды, когда меня не было дома, никто на нее не смотрел, она спряталась в шкафу. she grabbed an oil, used it for something, had an amazing experience. Она взяла масло, открыла его, использовала его на себе, и у нее был потрясающий опыт. And that opened her up a little bit, Это позволило ей немножко открыться. so that she tried it for something else and had a second experience. Позже она попробовала это масло еще для чего-то, у нее был уже второй положительный опыт. Then all of a sudden it was her business. И потом как-то резко вдруг это стало ее бизнес. And I have not been able to stop her since. И с тех пор я уже не мог остановить ее. So my advice to you with your spouse is just love them, love them, love them with the oil. И поэтому совет, который я могу дать вам по отношению к вашим женам, любите, любите, любите их с помощью масел. And do that with all your people, И делайте все то также с вашими другими людьми. because resistance is futile. Потому что сопротивление бесполезно. Спасибо большое. Сейчас я хочу вернуться обратно к культуре доTERRA. И я бы хотела, чтобы вы ответили на вопрос, почему мы настолько сильно заостряем внимание на культуре компании. Зачем нам это нужно? И я хотела бы, чтобы на этот вопрос ответил Джон Эрик и Джеймс. Well, my experience is from corporate.
And through my whole career in IT, in a huge IT company, I've experienced the culture. And I feel a lot of times it's a focus on yourself. Ну, до doTERRA у меня был такой опыт работы в большой корпоративной компании по IT. И, конечно же, там была корпоративная культура, и я заметил, что она полностью была сконцентрирована на себе. It's how can you get a better relationship with your boss so you can get better salary or better, more advancement? Например, как ты можешь развивать лучшие отношения со своим руководителем, со своим начальником, чтобы у тебя была лучшая зарплата или чтобы ты получал продвижение по службе? Or how can you be a best boss for your team so they can do exactly what you tell them to do? Или как быть лучшим начальником для твоей команды, чтобы они в точности выполняли то, что ты хочешь от них? doTERRA is a voluntary business. А doTERRA — это добровольный бизнес. Culture is vital. Культура здесь необходима. If you don't have a good culture, you'll go somewhere else. Если не будет культуры в компании, то вы уйдете куда-то еще. And with culture, I mean your behavior. I mean what you say to people. I mean how you perceive things. И под культурой я понимаю ваше поведение, то, как вы общаетесь с людьми, то, как вы воспринимаете что-то. But also, culture trickles down from the top. Look at the owners of doTERRA. Но также культура — это что-то, что обычно спускается сверху вниз. Посмотрите на владельцев компании. And that feeling you're feeling when you are at events, the feeling you're feeling when you're at speak to any of the owners, that's how you can get affirmed that the culture is good. И то чувство, которое вы испытываете, когда вы на каких-то больших мероприятиях, или то чувство, которое есть у вас, когда вы общаетесь с любым из собственников, это через это чувство вы понимаете, что культура здесь правильная. So a good culture will give excitement. A good culture will get you people sharing more. И хорошая культура вызывает в вас чувство радости, и оно вызывает в вас желание делиться этим. And a good culture will get people to show up more, and then your business will grow a lot faster. И хорошая культура также вызывает в вас желание быть на виду, и здесь у вас будет больше успеха. So my call to action to you is when you get home, think about the most important things you want your team to have in their culture. What do you want them to experience and give? И мой призыв к действию вам будет такой, чтобы вы пришли домой и подумали о том, что вы бы хотели, чтобы люди в вашей компании, чтобы в вашей команде, какой опыт у них был бы, что вы хотите достичь с ними. I believe that can make or break your business, and I believe that you also need to live the culture yourself. Я уверен, что это то, что позволит вашему бизнесу либо расти, либо перестать, но и то, что но и тоже важно вам понимать, что вы должны сами жить согласно этой культуре. You attract the people that are like yourself, and it makes all the difference. Спасибо. Только закончим тех людей, которым вы нравитесь, и в этом заключается вся разница. Without the culture of doTERRA, we are just another MLM company. Без той культуры, которая есть в doTERRA, мы просто еще одна сетевая компания. Without the culture of doTERRA, I know that I would never be here right now. Без этой культуры я знаю, что я бы никогда здесь не был с вами. I remember when I was making a decision on whether or not I wanted to come into this company, I sat down with the CEO, Dave Sterling. Я помню, что в тот момент, когда я принимал решение прийти в компанию или нет, я помню, как я сел с одним из руководителей Дэвидом Стерлингом. He never talked about money. He never talked about any of those things that you would associate with an MLM company. Он никогда не говорил о деньгах или ни о чем таком, что обычно у вас ассоциируется с сетевой компанией. All he talked about was how great this product was, the quality of the product and the quality of the people in this company.
то, что он говорил, было полностью сконцентрировано на том, какой замечательный здесь продукт и какие прекрасные здесь люди. And I think that is what the doTERRA culture comes down to, is doTERRA from the executives to everything they do, they put people first. И в этом заключается культура доTERRA, в том, что начиная от самых руководителей компании до всех людей, всегда впереди стоит человек. And because they put people first, people feel a special spirit about this, and that's what attracts them to this company. И благодаря тому, что они всегда ставят людей на первое место, из этого исходит то отношение к ним, и именно таким образом развивается бизнес. Спасибо. So, culture is what drives stability, long-term stability for a company. Именно культура обеспечивает эту стабильность, ту долгосрочную стабильность компании. And like everybody's saying, the leadership, the ownership of the company has a specific culture, and they went out and looked for individuals that lined up with that culture. И как сказали все участники до меня, все руководители, даже собственники компании, всегда в своей культуре выражают вот эту ориентированность на людей, всегда выдвигают людей на первое место. And culture comes from vision, what you can see, what you can imagine, what you want to create. И культура рождается из вашего видения, что вы хотите получить, что вы хотите создать. What's your vision? What do you want to accomplish? What do you want to be a part of? What kind of change do you want to bring? В чем заключается ваше видение? Чего вы хотите достичь? Что там в вашем, что рождается в вашем разуме? So culture equals vision, which then again vision equals culture. Поэтому культура значит видение, что в свою очередь видение означает культуру. So just remember that people don't join, I mentioned this last night, people don't join doTERRA. They join you, your vision, your culture, everything that is around you. Люди не просто присоединяются к доTERRA, они присоединяются к вам, они присоединяются к вашему видению, к вашей стратегии, все, что связано с вами, ко всему вашему, к этой вашей культуре. They want to know what you're about, and when they can feel it, sense it, see it, picture the same things, or be inspired in their own vision, then they want to be a part of it. Они смотрят на вас и хотят видеть то же самое, что вы видите, чувствовать, делать то же самое и быть частью этого. So, like has been said, from the top down, there has been great vision, which has led to great culture, which attracts more vision and great culture. И как уже было сказано, да, это всегда не только приходит сюда сверху вниз, но то, что это все и рождается из нас самих. Это великая культура и великое видение. It's everything. So please help us maintain that culture. В этом все. Поэтому помогите нам поддерживать эту культуру. Одним из уникальных показателей компании является коэффициент удержания клиентов. В среднем по компании он составляет 65%. В среднем по индустрии этот коэффициент составляет 8-10%. В моей команде коэффициент 71%. Соответственно, мой вопрос к вам. Как культура доTERRA помогает вам в развитии бизнеса и поддержании такого высокого процента удержания клиентов из месяца в месяц, а также высокий процент людей и на программу лояльности? И, наверное, вопрос будет Кенни, Джон Эрик. Whenever I go and speak about doTERRA in the presentation, Каждый раз, когда я делаю презентацию о компании doTERRA,
I have tended to follow the same sequence in my presentation over the past 5 years. Я заметил, что за последние 5 лет у меня уже сложилась какая-то последовательность, которой я всегда следую. And it's what I call the doTERRA opportunity, which consists of 3 things. И я говорю о том, что возможность в доTERRA состоит из 3 вещей. doTERRA the company, doTERRA the product, and doTERRA the business. doTERRA компания, doTERRA продукт и doTERRA бизнес. And I do it purposely in that order. И я делаю это намеренно именно в этом порядке. First of all, the company, because you have to have trust in the company. If you're bringing people that you've known for a long time, might be friends and family, you have to bring them into a company that you really trust. И если вы хотите привести ваших друзей, знакомых и родственников, которых хорошо и долго знаете, вы хотите их пригласить в компанию, которой вы точно доверяете. Then you have to have a product that really works, that people can feel it when they try it. Это у вас должен быть продукт, который действительно работает, которому вы доверяете и который они могут попробовать. When you have a company of core values combined with a product with a retention of 70% or more, it mounts up to an incredible business opportunity because of that foundation. И когда такая компания сочетается с таким продуктом, у которой коэффициент оставания, удержания клиента более 70%, это создает прекрасную возможность для бизнеса. So the values of the company and the retention of the product will give you confidence to be able to bring anybody in this company. No matter if they are in MLM or not in MLM, it will attract any kind of person. И поэтому ценности самой компании и высокий процент удержания продукта позволяют пригласить практически кого угодно в этот бизнес. Неважно, был ли у него опыт сетевого бизнеса или нет. Thank you. Now getting down to business, that's interesting. А сейчас переходим к бизнесу. Интересно. I feel the business is LRP. LRP. So I see 2 things to get people to understand that they need to get on LRP. Два повода, почему люди должны начать LRP. Number 1 is that we solve people's problems. Первая причина, потому что мы помогаем решать людям проблемы. Number 2, people are excited about the business. И вторая причина, людям нравится этот бизнес. But there's a side thing to this too. They need to feel good about it. Но есть еще одна побочная вещь. Люди должны чувствовать, иметь хорошее чувство. And this company, as I said in the beginning, makes people feel good with their culture. И именно в этой компании люди испытывают очень хорошее чувство благодаря своей культуре. They feel that the products are working for them, and when we guide them in using the products, in solving their problems, they will come back. И когда люди используют этот продукт, а мы помогаем им и направляем их в том, как использовать этот продукт, они обязательно будут возвращаться. And when they want to do the business, they have to be on LLP, because otherwise you won't make money. That's pretty easy. И если мы хотим делать бизнес, они должны быть на LRP, иначе мы не будем, иначе у нас не будет доход. And then of course, when you live the culture, when you love the culture, when you are promoting the culture and keep it in your team, that's when you're going to feel good and want to move forward with the LRP. И, конечно, когда вы используете культуру, живете этой культурой и воспитываете ее в своей команде и поддерживаете ее, конечно же, люди будут чувствовать очень хорошо, они будут использовать хорошие чувства, и они будут продвигаться по этой программе вперед. Thank you. Whenever I sign up somebody with an enrollment kit, they qualify for a free wellness consultation. Каждый раз, когда я подписываю нового человека с стартовым набором, они отвечают 3 вещам. Они получают бесплатную консультацию. 3?
они получают бесплатную wellness-консультацию. This wellness consultation takes place after they've received their kit and they have their oils in their home. И, конечно, эту консультацию они проходят тогда, когда они уже получают свой стартовый набор у себя дома. It's during this wellness consultation that I find out what's going on with them and their spouse and their family and find out how the doTERRA product can help them in their home. И во время этой консультации я узнаю, что происходит в их жизни, в жизни их супруги или супруга, и в их семье, и понимаю, как продукты доTERRA могут помочь им. In finding out all these different situations, I am creating a shopping list for their loyalty rewards order. И в конце концов формируется такой лист для покупок, который я помогаю им разработать. You then have to show them how to use their back office and actually set up a loyalty rewards order. Nobody's going to have one if you don't show them how to do it. И тогда я помогаю им настроить свой личный кабинет и показать, как работает эта программа лояльности, потому что если никто их не научит это делать, они не будут этим пользоваться. You then talk about our amazing loyalty rewards program and all this free product they can earn. And I let them know that I've been ordering for over 13 months, so I'm at 30%. They want to get where I am. И тогда я показываю им, как эта программа работает и как они могут получить бонусы и бесплатные подарки. И, конечно, я им рассказываю о том, сколько я уже в этой компании и какой процент получаю я. The final step that I do in that wellness consultation that will help secure retention is talk about continuing education. И еще одна вещь, которая помогает мне сохранить удержание, повысить удержание, это я им рассказываю про продолжающийся процесс образования. You need to have continuing education on your team so that people will continually learn about the product and know how to use them. Вы должны постоянно поддерживать свое образование, чтобы вы и члены вашей команды могли все больше узнавать о том, какие замечательные продукты и как их можно использовать. When people know how to order the product, Когда люди знают, как заказать продукт, and they know how to use the product, и знают, как использовать продукт, your retention will be high. удержание будет высокое. Thank you. Это важный вопрос. Значит, вопрос следующий. Еще одной из очень уникальных особенностей компании является то, кого доTERRA привлекает в свою компанию и тех людей, кого она привлекает именно заниматься бизнесом. Если мы, например, говорим про мою команду, то у меня нет никого, у кого бы был предыдущий опыт сетевого маркетинга. И при этом у меня достаточное количество людей, кто рано или поздно начинает развивать бизнес. И начинает развивать его достаточно успешно. Мои ключевые лидеры никогда не имели опыта сетевого бизнеса. И кроме того, в моей команде очень много людей, кто занимается йогой, кто просто мамой, кто занимается энергетическими практиками, кто работает с камнями. То есть те люди, кто врачи, ароматерапевты, то есть те люди, которые так или иначе помогают нам залечить этот мир, да, помочь ему оздоровиться. Поэтому я хочу задать следующий вопрос. Почему в доTERRA так много успешных людей, кто никогда раньше даже не хотел слышать о маркетинге? Что привлекает этих людей в вашей команде, в доTERRA? Почему они становятся успешными? Этот вопрос я хотела бы задать Кенни.
believe this is pretty simple. Все очень просто. First of all, doTERRA is different. Ну, во-первых, doTERRA это другая компания. It does not feel like a traditional multi-level marketing company. Она не похожа на традиционную сетевую компанию. I don't even think they're part of direct sales association. Я даже не думаю, что у кого-то могут быть ассоциации с прямыми продажами. And I believe that's the reason that people come in and see this as a real business opportunity and not just a traditional pyramid company. И вот почему я думаю, что люди приходят в эту компанию, потому что у них есть такие бизнес-возможности, а не потому, что они думают, что это очередная пирамида. And when they also see the owners and the leaders speak, they feel it. I'm back to feeling again. Don't forget that. Вот я снова буду говорить о чувствах, когда люди слышат собственников и руководителей компании, как они выступают, они снова чувствуют, что это правильно. That's it. Все. doTERRA is a vehicle to allow us to get to where we want to be. doTERRA это для нас двигатель, который помогает нам быть там, где мы хотим быть. If you're looking for better health, doTERRA has it. Если вы хотите лучше здоровья, в doTERRA это есть. If you're looking for a little extra financial support to help meet some needs, doTERRA has it. Если вам нужна финансовая поддержка дополнительная, чтобы удовлетворить какие-то нужды, в doTERRA это возможно. If you're looking for a little extra time to spend with your family, time to serve, time to put other priorities that are important to you first, doTERRA has it. Если вам нужно больше времени в вашей жизни, чтобы наслаждаться временем с семьей, чтобы служить больше или какие-то другие приоритеты развивать в жизни, doTERRA дает это. doTERRA is a vehicle to help you to achieve your dreams. doTERRA это тот двигатель, который поможет вам достичь вашей мечты. So, yeah, wild orange. He's good. He's so good. So here's the thing. Okay, here's the thing. When I do this, Вот, когда я делаю вот так, they're hooked. они все, они вообще, They are giving that up for the world, man. они готовы мир перевернуть. And then I can work on deceiving them into doing this as a business. И тогда я могу увлечь их в то, чтобы делать бизнес. No, but seriously, like most of the people on my team told me, I will never do this as a business. Почти все люди в моей команде сказали мне, что я никогда не буду делать это как бизнес. In fact, one of the biggest people on my team, who is also a presidential diamond, Самые даже передовые люди в моей команде, кто уже президентский бриллиант, so, for like almost a year, just used the product, который уже несколько лет просто использует продукт, then decided she wanted to share, but said, I will bring the people, you will teach them. которые потом решили поделиться этим с кем-то и сказали, я просто приведу людей, ты сам обучай их. I'm never going to teach a class, I'm never going to worry about getting rank or making money, but I think people need to know about it. Я никогда не буду, я никогда не проведу семинар, я никогда не хочу деньги делать на этом, я даже не хочу быть в какой-то там рейтинговой системе. Просто хочу, чтобы люди об этом узнали. Then like a year later,
she's like a diamond and growing and I can't shut her up. И потом, спустя какой-то всего лишь год, она уже бриллиант, ее невозможно остановить, и вот. She won't let me teach anything. Она уже не даст мне возможность самому учить ничего. And that is pretty much how most of my team has gone and grown. И это касается почти каждого члена моей команды, это то, как они растут. I mean, once that oil gets in you, on you, around you, oh man, it just takes over. Как только масло оказывается на вас, возле вас, или где-то внутри вас, все, оно уже взяло вас на всю жизнь. It's witchcraft, that's all I have to say. Так и есть ведьминское зелье. Вы услышали мнение о культуре компании от полевых людей, да, от wellness-консультантов, таких как мы. Но на самом деле, как Джон Эрик правильно сказал, культура компании начинается в самой компании, начинается с собственников и с руководящего руководства. Поэтому я хотела бы на эту сцену пригласить Кирка, который сидит скромно в углу. И я хочу задать ему один вопрос. Вопрос следующий. Расскажите немного о том, что вы делаете, чтобы поддерживать корпоративную культуру и ту потрясающую поддержку, которую нам оказывают, консультантов оказывают все сотрудники компании. И то есть это просто на самом деле уникально. Я расскажу один случай. Это был вопрос, но я расскажу один случай. Все знают, кто такая Кенни Андерсон, да? Я у нее в друзьях на Фейсбуке. Одна из миллионов человек, да, которые находятся в команде. И мы никогда с ней не общались лично. И я была на лидерском брейке, и время было уже почти 12 часов ночи, но она до сих пор общалась с нами, с консультантом. И в конце я просто подошла к ней, чтобы сказать спасибо, что желаю ей спокойной ночи. Она смотрит на меня и говорит: ты Ольга? Я такая: да. То есть, понимаете, я один из 5 миллионов консультантов, и она знает меня по имени. Я ей сказала: ты у меня друзья. И понимаете, когда мы звоним в компанию, порой люди, которые отвечают на телефоны в колл-центре, они узнают нас по имени. И вот мой вопрос, у меня мой вопрос: как вы тренируете людей, как вы воспитываете культуру, что вы такие? Oh, thank you. Amazing leaders here, and appreciated their answers. Спасибо большое. Конечно, замечательные у нас лидеры, я очень ценю их ответы. So when I started with doTERRA, they invited me to the founders' Monday meeting. Когда я присоединился к доTERRA, меня пригласили на понедельничную встречу собственников. I didn't think it was a very big deal, but I guess I was the first non-founder to be in this Monday meeting. Non-owner meeting. Я почему-то не придал, наверное, этому большое значение, но я позже подумал, что я был один из первых не основателей, который был приглашен на это собрание. And it went like 10 hours. И оно продолжалось 10 часов. And the next Monday it was the owners and me, and it was like 12 hours. И в следующий понедельник общались все собственники и я, мы сидели 12 часов. The next Monday, all the owners and me, and it was about 8.5 hours.
Следующий понедельник опять все собственники и я, 8,5 часов. So after this third one, Dave Sterling, the founder and owner and CEO, came into my office. И после третьего понедельника Дэйв Стерлинг, основатель, собственник и генеральный директор компании, пришел ко мне в кабинет. And he said, how do you like these meetings? He said, I think, you used to run departments at the university, and you had a bunch of attorneys underneath you and a bunch of students underneath you. Он сказал, ну вот у тебя такой опыт большой, ты руководил большим департаментом в университете, где было там куча студентов, у тебя был большой департамент юридической компании с кучей адвокатов в твоем подчинении. Что ты думаешь о наших этих собраниях по понедельникам? And he said, watching you in there, I kind of get the feeling you would, that we're the same kind of leaders, that we do it the same way. И я наблюдаю за тобой по понедельникам на этих собраниях и думаю, что ты, наверное, такой же руководитель, что делаешь точно так же. And he said, is that true? Правда ли это? Он сказал. And I said, no. Я сказал, нет. I said, I was at best a kind of benevolent dictator. A nice dictator. Я, наверное, был таким мягким диктатором. I mostly just went around and told people what to do, and I didn't do very long meetings. Я просто ходил и всем говорил, что нужно делать. У меня никогда не было таких длинных собраний. And for a month or two, I was a little skeptical of this whole thing. И, может быть, месяц или чуть больше я очень скептически относился ко всей этой идее. But what they're doing is they talk about, really in a way, each of you. И что они делают на этих собраниях? Они действительно говорят о том, как каждый из вас. They talk about people by name and how they can help them. Они каждого человека вспоминают по имени и думают о том, как помочь этому человеку. Talk about different countries, farmers, and regions, and try to understand what their problems are, what they're going through. Они говорят о разных странах, о фермерах, о всех тех проблемах, которые сейчас испытывают, и как можно их преодолеть. And it kind of goes to Olga's question that they are so determined to really know what each of you are going through and how to help each of you. Вот сейчас я подхожу к ответу на вопрос Ольги, что они настолько уверены в том, что они хотят знать, что происходит с людьми, хотят знать, что происходит в компании. And that takes time, and so I have become a big believer in these Monday meetings. И, конечно, со временем я тоже стал проповедовать вот эти понедельничные собрания длинные. So I think the short answer Думаю, наверное, короткий ответ на вопрос is they do it because they genuinely care, and they are willing to put in as much time as it takes to do what you said. Наверное, заключается в том, что они искренне хотят делать то, что нужно, и вкладывать в это столько времени, сколько потребуется, чтобы на выходе получалось так, как Ольга описала. My final other example, and I could use any of the owners. И еще один мой последний пример, хотя я могу рассказать о любом из собственников. But I've gone and done a number of events with Dr. Hill. Я уже провел достаточно большое количество мероприятий с участием доктора Хилла. And the first 2 or 3, we would do we would get there, we'd have meetings with some leaders before, we'd do dinner with some other leaders, then we'd do the event. So, we're 7 or 8 hours in by the end of the meeting. Ну и обычно, как это бывает, у нас есть какие-то собрания перед мероприятием с лидерами, потом с какими-то лидерами мы идем на ужин, потом само мероприятие, потом какие-то еще встречи. Ну, в общем, 8 часов туда и обратно
And then people would kind of, a few people would line up to talk to me, and a lot of people would line up to talk to Dr. Hill. И несколько человек подойдет, чтобы пообщаться со мной, и огромная куча людей подойдет к доктору Хиллу, чтобы позадавать ему вопросы. So I would talk to people for a half hour or so. И я где-то, может быть, пообщаюсь с людьми в течение получаса. After the meeting. После собрания. And I would look over and see this line of another 100, 200 people for Dr. Hill. И потом я вижу, что там еще 100-200 человек стоят в очереди, чтобы пообщаться с доктором Хиллом. And I was used to being in politics. I helped run 5 presidential campaigns in the U.S. И я раньше еще был увлечен в политику, я 5 президентских кампаний провел в Соединенных Штатах. And we always have a number of people in charge of taking the candidate away from people. У нас всегда было несколько сотрудников, которые отвечали за то, чтобы забрать кандидата от людей. And so you come up to the candidate and you're like, oh, I'm sorry, you've got to go, we've got something you've really got to do right now, and you just try to get them away from the people. Так что мы подходили к кандидату и говорили, о, у нас очень срочное дело, нам нужно что-то сделать, и просто мы забирали его от людей. And one time, and the first time I knew Dr. Hill was kind of sick. He was not feeling very well. And so I did that to Dr. Hill. I grabbed Dr. Hill and said, oh, I'm so sorry, Dr. Hill. I'm so sorry, everyone, to take you away from Dr. Hill, but I've got to get you over here right now. I'm so sorry, I'm so sorry. И в одно из первых мероприятий он себя очень неважно чувствовал, ему было очень тяжело, и он стоял перед всеми этими людьми, и мне пришлось это сделать. Я взял его за плечо и начал водить, говорит, простите, доктор Хилл, нам нужно идти, простите все, пожалуйста, ребята, нам нужно очень уходить, простите, пожалуйста. And Dr. Hill just looked at me and he said, what are you doing? Доктор Хилл посмотрел на меня и сказал, что ты делаешь? And I kind of tried to give him the wink, like, I'm helping you, I'm getting you home 2 hours early is what I'm doing. И тогда я пытался подмигнуть ему, сказать, я сейчас спасаю тебя, нам нужно домой, чтобы ты быстрее оказался в постели. And he just said, Kurt, we aren't going until I've been able to talk to everyone who wants to talk to me. Я сказал, Кирк, мы не уйдем отсюда до тех пор, пока я не говорю со всеми теми, кто хочет поговорить со мной. And that's just how they are. They love you, they honor you, and they consider it an honor that each of you have spent this entire day with us. So thank you so much. Это просто то, какие они. Они любят вас, ценят вас и хотят, чтобы они могли пообщаться с каждым из вас и дать все то, что вы хотите получить. Спасибо большое.